Хорошую еду. Есть половина. Спасибо. Сотня тысяч. Есть половина, да, наши. Да. Лего, нас на есе купить, там машины мы гали, вон, и там пять силикон. Икон у нас церковь не заметите. Церковь считала, что все-таки человек, входящий в церковь, он нельзя отвлекать его внимание на рассматривание картин, и его нельзя даже было не обязательно присутствие какого-либо священника. Нужно оставить человека один на один со Всевышним. Ну, издревле в этой части существовал источник. Этот источник, вода довольно холодная, она питьевая. Эта вода пользовалась особой популярностью у женщин, лишенных материнства. Так вот, ее считали святой водой. Это питьевая вода. Можете попить, набрать бутылочку, так что то, где мы находимся с вами, это высеченная в скале часть церкви. Ее строительство относится к 1248 году. Так вот, посмотрите, долгое время специалисты ломали головы, откуда все начиналось. Оказывается, сверху. Все это выдавалось на горах, и только потом разбивка, разметка, и все это на месте. Ну и вы здесь заметите огромное количество деталей, высеченных в скале, и кресты, вот, и там, где алтарь находится, все декор такой специально для того, чтобы не было разграничения наземной и высеченной в скале. Именно вот детали для того и существует. Ну и свет здесь проникает в основном вот из этого отверстия, которое, как вы
видите, по купольной части узор совпадает с тем узором, который находится вот в притворе церкви, в котором мы только что с вами были. Культура было, что в древние времена армянам взять у древних греков. Это если были вы в Гарни, этот храм налицо, так что с Византией были отношения, так или иначе, 212 лет в Византии правила Македонская династия. И древнегреческие историки, и армянские историки отмечают корни этой династии, они армянские. И мы говорили про князя Владимира, который крестил Русь в 988 году. Так вот, к императору Василию обратился, император Византии Василий обратился к князю Владимиру, чтобы он оказал помощь дружине. Тот согласился оказать помощь, только если он выдаст за него свою сестру Анну. Ну и Анна, сестра императора Византии, это Македонская династия, так что ищите возникновение христианства. Именно то первое, что Анна поставила условием князю Владимиру, что он будет крестить Русь. И с легкой подачи нашей княжны Анны. Ну, корни дружбы России и Армении, они в глубокую древность уходят. Ну вот в этой части это своего рода усыпальница рода князей Прощан. Вот эти надгробные плиты, которые вы видите, тут покоятся мощи вот этой княжеской семьи. Так же, как и по плитам ходите свободно. Эти люди и при жизни знали, что по их останкам будут ходить люди, и тем не менее желание на смертном одре было священным у христиан. Их хоронили там, где они пожелали быть захороненными. Это усыпальница. Это было принято у армян и в средние века, и в древние. Так что здесь вы можете заметить, что все-таки время накладывает свои следы вот по трещинам, через отверстия осадки, дожди, снег, который часто выпадает здесь. Ну и все это. Но самое главное чудо — это то, что с 13 века все в своем первозданном виде дошло до 21 века. И люди и сейчас не перестают удивляться полету мысли архитекторов тех времен, которые, в самую первую очередь, они выбрали место для постройки подобного монастыря. Вы, если подумаете, на современном этапе лучшего места вы не найдете. Ну и вот огромное количество деталей, которые вы видите, высечены в скале, так же, как и в самую солнечную погоду голову быка наверху вы не заметите. Бык, держащий на привязи двух львов, а внизу орел, когтящий ягненка. Так вот, это гербовая печать князей Прощанов. Это усыпальница рода князей Прощанов, а это их герб. Также здесь отверстие можете заметить вот над львом левым. Второй ярус существует также высечен в скале. Мы с вами поднимемся чуть позже. Есть камни, которые
снаружи вы, вероятно, заметили. Как я вам говорил, на территории Армении свыше 10 тысяч крест-камней. Двух одинаковых крест-камней вы не найдете, они все разные. Крест-камни в самом начале они носили мемориальный характер. То есть, скажем, какой-то богатый вельможа, князь мог приобрести какой-то надел земли и в честь этого поставить крест-камень. И он обязательно написывал, что такой-то и такой-то в таком-то году приобрел столько земли и в честь этого решил поставить крест-камень. Ну и какие-то знаменательные события, они также сопровождались постановкой крест-камней. Ну и крест-камни, они присущи только Армении. Если хотите. Это просто предел? Нет, просто-напросто. Посидите так. В целом, посмотрите, какое окружение у монастыря. Монастырь называется Гегардский монастырский комплекс. Гегард в переводе с древнееврейского означает копье. Это то самое копье, которое святой Фадей привнес к нам в Армению в первом веке. Это копье несколько веков содержалось здесь, в монастыре, потому этот монастырь назывался Айриванг. Айриванг, что в переводе означает пещерный монастырь. Но из-за того, что долгое время здесь копье это хранилось несколько веков, переименовали его название Гегардский монастырский комплекс. Копье это нынче хранится в Ачмиацыне, при кафедральном соборе имеется музей, и там видели, вероятно, и копье, и частичку Ноева ковчега. Посмотрите, здесь помимо крестов, которые вы видите, выбитых в скале, также надписи на колоннах. Колонны напоминают колонны притвора главной церкви. Но если учитывать, что все это выбито в скале, все-таки как много труда люди вкладывали во все это. Вот это отверстие, которое перед вами, мы только что минутой раньше были в той части. Вот мы говорим о переплетении культур, так или иначе специалисты, архитекторы считают, что готический стиль многих сооружений Западной Европы, он имеет первооснову в Армении. Именно купольные сооружения церквей армянских, они послужили прототипами для готических сооружений, церковных сооружений Западной Европы. То есть это мнение специалистов, ни одного, ни двух, а большинства. Ну и очень часто наши туристы говорят о сходстве с церквями грузинскими.
десятки тысяч лет. Сколько копоти образовалось. Вон, Лиза, смотри, солнечные часы, видишь? Здесь тоже молильные комнаты. Это явно уединенные места, где Молились, да. монахи молились. Дикий персик.